Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания крупнолистных гортензий. Сейчас хочу вам показать, какие шикарные кустики гортензии крупнолистной выросли у меня в этом году. Им 4-й год. Посмотрите, какая красота. К сожалению, не так видеокамера немного передает цвет этих прекрасных соцветий. Он на самом деле еще более красивый. Но посмотрите, какая красота. Это сорт гортензии, называется So Long Sunny. Очень хорошо она зимует у нас. Нахожусь я в Московской области. Укрываю ее всего лишь 2 слоями агроспана 60-го. Об этом у меня есть отдельное видео. Я его приложу в первом комментарии как ссылочку. Посмотрите, как я укрывал эту гортензию. И сейчас лето, она хорошо перезимовала. Единственная была проблема в возвратных заморозках. Были немного прихвачены почки цветочные. Поэтому, возможно, не такие крупные получились соцветия. Но все равно красота сказочная. Посмотрите, как она хорошо перенесла весенние возвратные заморозки, хотя вид у нее был довольно-таки плачевный. И я думал, что в этом году она вообще не зацветет. Сейчас вам покажу рядом еще кустики, которые растут. У меня между гортензиями посажены розы. Это вот кустик немного послабее, он посильней пострадал от весенних заморозков. Вот видите, верхушечки у него были прихвачены. Это не зимой, это весенний ожог морозом. Но и все равно посмотрите, как она цветет. Некоторые соцветия фиолетовый окрас дают. Хотя я не применял каких-либо специальных препаратов для окрашивания гортензий крупнолистных. А такие, в принципе, есть. У меня есть, но я решил оставить все как есть. И тем не менее, посмотрите, розочка тут очень красивая у меня. Посмотрите, вот рядом куст какой. Вот тут в синеву. Сейчас в Московской области у нас начало июля. Практически середина лета. Посмотрите, какая красота. So Long Sunny. Вот такие гортензии. Я в основном выращиваю метельчатые гортензии, выращиваю саженцы. Но есть у меня несколько саженцев и данного вида типа гортензий, крупнолистных. Сейчас я вам их покажу. Они ищут своего хозяина, ну или хозяйку. Хорошая переносимость зимы. Чем мне этот сорт еще нравится? Хорошо он выдерживает все-таки заморозки, потому что многие мои коллеги, цветоводы, жалуются на то, что очень плохо сохраняется зимой крупнолистная гортензия, вымерзает, не цветет. Но вот посмотрите, какой есть у меня сорт в наличии. Напишите в комментариях, стоит ли черенковать его на следующий год, делать саженцы. Как вы думаете, стоит ли такой сорт разводить и размножать? Напишите также в комментариях ваше мнение. Либо все-таки мне остановиться на метельчатых гортензий, которые у меня гораздо большее количество по сортам и по количеству, и также по наличию саженцев. Сейчас вам покажу саженцы данного сорта крупнолистной гортензии. Вот так выглядят саженцы. Этим саженцам в этом году 3-й год. Ну, такое, я бы сказал, среднее у них развитие. Немножко они хлорозят, потому что все-таки в закрытом объеме, в емкости. Вот видите, небольшое есть пожелтение по краешку листа. Это абсолютно не страшно. Это очень легко все исправляется. И при посадке на постоянное место с добавлением кислого торфа, либо других препаратов, которые закисляют почву, эта каемка пропадает и приобретает вот такой вот вид. Буквально через 2 года из вот таких саженцев получаются вот такие замечательные и красивые кусты гортензии. Цветет она долго, до самой осени.
Дальше соцветия засыхают, но все равно приобретают такой красивый вид. Об обрезке я также рассказывал, как правильно обрезать, точнее, как не стоит обрезать гортензию крупнолистную, так, чтобы она цвела и радовала ежегодно. И, конечно, укрытие. Ну и, соответственно, уход. Подкисление должно быть почвы, внесение определенных удобрений, а также запрет на подкормки золой либо доломитовой мукой. Ни в коем случае не подкармливайте гортензии, метельчатые, крупнолистные, неважно, ни в коем случае не подкармливайте их золой. Ну и обильный полив, регулярный обильный полив в период, когда нет дождей. Всем большое спасибо за просмотр, хорошего вам цветения.